Всем привет! Меня зовут Всеволод, и сегодня у нас просто красотища. Мы уже делали модульный базовый террейн для подземелья. Вот ссылочка. Теперь настало время сменить обстановку. Мы сделаем модульный лесной ландшафт. То есть простой сборной лес для любой ситуации за вашим игровым столом. Но перед крафтом я хотел бы познакомить вас с коллегами по крафтерскому делу. Товарищи на канале Alpha Strike тоже показывают, что крафт может быть простым и бесплатным в изготовлении, но достойным по итогу. Также на их канале есть батл-репорты и анбоксы миник. Все, что надо для варгейма, в общем. Ребятки выпускают видео куда чаще меня. Оттого с ними не соскучишься. А теперь переходим к крафту. Берем картон для основания, кору для камней и скал, ветки для деревьев и крафтовую нить для травы. Ну и камушек, чего уж тут. Для начала я подготавливаю основание. Я буду использовать двухслойный гофрокартон, поэтому мне нужно будет его склеить, так чтобы ряды гофры лежали перпендикулярно. Это важно. Так ваше основание будет гораздо прочней и его не поведет при высыхании. Мазюкаем клеем и ложим под пресс. Пока сохнет основание, делаем деревья. Просто выбираем одну подходящую ветку для ствола. Она будет основной. Немного затачиваем основание. Я говорю, что люблю универсальность стайлов и террейна, поэтому люблю, чтобы на моих деревьях могли стоять миниатюрки. Далее, исходя из этого, к стволу мы подбираем несколько удобных веток. 2-3 будет достаточно. Убираем мусор. Основание дерева я заточил, чтобы его проще было вставить в картон. Далее, горячим клеем я присоединяю ветки. Горячий клей быстро не схватится, поэтому здесь придется немножко подождать. И не стоит сильно его разогревать, чтобы он быстрее застыл. Примерно вот так. А вот здесь и будет стоять миниатюрка. Вот что получилось у меня. А вот второе дерево. Далее я беру картон для основания и прикидываю форму будущих тайлов. И размещаю объекты, чтобы было понятней. Для скал и камней я буду использовать древесную кору и настоящий камень. Кто бы мог подумать. Когда план готов, вырезаем основание. Далее я стесываю края картона, чтобы они были плавные. И сминаю их до еще большей плавности. А также ножницами придаем аккуратную форму. Теперь по очереди клеим все наши элементы. Деревья и скалы. Зазоры в скалах я также уплотняю мелкими галькой и корой. Настоящий камень сделает ваш террейн тяжелее, поэтому им будет гораздо удобнее пользоваться. Высохло. Теперь наносим текстуру земли. Просто обмазываем все клеем и высыпаем землю. Но песка я не успел наворовать, поэтому я использую соду. Спойлер, она хуже, чем песок. Ну и конечно свою фирменную смесь для земли. Из круп. Просто высыпаем все это на клей. Кстати, не обязательно ждать высыхания деревьев и скал. Можно обмазать все сразу. Вот что в итоге получилось. Перед покраской следует еще раз все обработать клеем, только на этот раз разбавленным. Здесь также не рекомендую перебарщивать. Не сильно разбавляйте клей, иначе картон основания может повести из-за того, что он размякнет. Когда высохло, я еще раз корректирую форму ножницами. А теперь горячим клеем я украшаю и укрепляю деревья, создавая таким образом небольшой каркас для поддержки и очень интересные борозды. А также это поможет вам естественно и вплести приделанные вами ветки. И корешки. Конечно же, горячим клеем аккуратно от ствола делаем прекрасные корни деревьев. Мне это очень нравится. Вот что в итоге получилось. А вот и те самые стелящиеся по земле корни. Также горячим клеем я укрепил края основания. Это сильно увеличит его износостойкость и придаст эстетичности и красоты. Теперь грунтовка. Просто дешевый черный акрил, как всегда. Только грунтуйте прилежно. После грунтовки переходим к подтонам. Как и говорил раньше, для камня лучший подтон это синий. Просто разбавляю синюю краску и прохожусь по всем камням. По настоящему камушку я прошелся фиолетовым. Должен же он как-то выделяться. Может, сделаем его мистическим. Ну а после камней коричневым прокрашиваем всю землю. И деревья, конечно.
За это время камни как раз высохли, поэтому я начну прокрашивать их серым. Что-то среднее между сухой кистью и обычным полным заливанием краской. Не забываем про просто так разброшенные камушки. Далее сухая кисть светло-коричневого или желтого по земле. Я сильно заморал корни деревьев, поэтому прокрашу их коричневым еще раз. Вот что мы имеем на этот момент. Вот эти корни на камушках вообще красота. Далее белая сухая кисть по всем камушкам. Здесь аккуратно, очень легко переборщить. А вот что мы имеем после нее. Я опять запорол корни. Теперь переходим к теням, а значит к проливкам. Темная синяя проливка для скал. Обильно во все теневые места. И про камушки не забывайте. Напоминаю, это просто разбавленный водой дешевый акрил. Теперь переходим к траве. Как я и говорил, ее мы будем делать из крафтовой нити. Аккуратно или не очень ее раскручиваем и нарезаем примерно по полсантиметра. Вы можете сделать это сами в свободное время или попросить жену или брата. Неважно, главное результат. Так, как траву или флок нанести? У меня нет флокатора, поэтому мы будем делать это вручную. Просто наваливаем клея, желательно в запоротые и некрасивые места. Примерно вот так. И трусим над клеем нарезанной ниткой. Пусть падает, как ему удобно. Все, что нам не надо, все отвалится само. Можно даже кое-где попихать пальцем. А теперь зубочисточкой аккуратно убираем траву, смешанную с клеем, с нужных вам мелочей. Например, в нашем случае, если она сильно попала на камни, скалу или может быть корни. Вот что по итогу. Верх креатива добавить траву на камень. Остатки собираем в запас. Не попадать же добру. А вот что будет, если использовать ту же траву, но предварительно покрашенную. Но она такой геморрой, поэтому мы будем красить на ходу. Высохло. Теперь нужно убрать лишнее. Я для этого буду пользоваться вот таким вот микробрашиком. Спер у жены. Вы же можете для этого использовать что угодно похожее. Зубную щетку, например, или щетку для чистки инструмента. Просто включаем варварство и вычесываем все, что отваливается. Оно нам не надо. А слишком длинную траву можно подрезать ножницами. Получилось вот так. И опять ошметочки собираем. Можно не только яростно чесать, но и яростно постукать. Помогает обтрусить лишнее. Только не переборщите. Видно, как вот здесь я переборщил с клеем. Столярный клей быстро высыхает. Он белый внутри, потому что верхний слой клея засох и не дал доступа кислорода к нижнему слою, чтобы он высох и стал прозрачным. Поэтому для травы я люблю использовать именно канцелярский клей ПВА. И поэтому важно с клеем не переборщить. Теперь, как я и обещал, я попробую сделать более хорошую проливку. Для этого будем использовать White Spirit и масляную краску. Я как раз отхватил пару тюбиков по скидке. Просто наливаем White Spirit и бахаем туда масло. Я использую какое-то зеленое. Размешиваем это все. И частично прокрашиваем траву. Процентов 80, наверное. Пусть желтая сухая трава останется для цветовой гаммы. Да, и если вы захотите попробовать, обязательно покупайте White Spirit без запаха. Потому что я это не предусмотрел, а он просто жутчайше воняет. Жена меня чуть с хаты не выгнала, вот честное слово. Также кое-где я покрасил и скалы, чтобы отразить типа мох и такие подобные вещи. Ну и просто для цветовой гаммы. Вот что мы имеем на этом этапе. Далее, просто для интереса, я захотел попробовать и коричневую проливку. По земле и по скалам. И по деревьям немного. Что ж, для деревьев коричневая проливка явно требует быть более темной. Придется докупать черное масло. Вам рекомендую сразу ее утемнить черным маслом. Так она зачет в борозды дерева и будет гораздо красивей. А у меня просто непонятно шо. Так, тон траве мы дали, а теперь будем давать цвет. Сухая кисть светло-зеленым. По всей траве. И кое-где по скалам. Также прошелся сухой кистью с бронзой по деревьям. Надеюсь, что это спасет их. И снова немного подрисовал корни.
Ну и вот что получилось. Ну, я доволен проливками с маслом. Они имеют гораздо более насыщенный цвет. Соответственно, работать ими быстрее, а эффект лучше. Кстати, естественные растеньки на древесной коре потом можно очень классно подчеркнуть сухой зеленой кистью. Вот ничего не делал, а в натуре классный мох. Так, ну что ж, а теперь будем совершенствовать нашу красоту. Первым делом будем делать пучки травы. Берем ту же крафтовую нить и нарезаем примерно по сантиметру. Ну плюс-минус. Это и будут наши пучки. Затем наносим каплю клея. Затем макаем их одним концом в клей и втыкаем в основание. Все, красота! Рекомендую нарезать их на разные длины, для разнообразия, а также тыкать как раз в неприглядные щели или в некрасивые места, чтобы просто скрыть их. Очень удобно. Можно также наносить клей прямо на основание и втыкать туда пучки. Можно даже не трепать нитку, просто клеить как нить. А потом это мы уже исправим. Ну, а когда высохло, той же щеточкой проверяем на прочность. Включили варвара и чешете. Что не убьет наш террейн, сделать его сильнее. И если что-то отвалится, ничего страшного. Либо оно было вам не нужно, либо приклеите заново. Ну вот красотища, красотища. Эти пока еще не высохли, так я их не растрепал. Далее сделаем вот такие грибочки. Берем зубочистки и капли от горячего клея. Выбираем из них подходящую нам форму для шляпки. Я выбирал более стандартные куполовидные, но фантазия не ограничена. Далее делаем из зубочистки ножки грибов. Для удобства можете сначала сделать по сантиметру, потом отрубите лишнее. Ну и теперь просто всаживаем ножку в шляпку. Сперва я пробовал греть, но грубая сила гораздо лучше и быстрее. А когда все вставили, обработайте соединение клеем. Вот это мелочь. Далее все ножки я окрасил белыми, а шляпки какими угодно. Я сделал красные, синие, фиолетовые и коричневые. Пока грибы сохли, мне стало скучно, поэтому я решил разукрасить настоящий камень в нашей скале. Да, тот самый с другим подтоном. Просто прошелся по нему сильно разбавленной красной краской. И вот что получил. Сохните скорее. Ну и теперь, по желанию, украшаем шляпки узорами. Вот такой мухоморчик. И по старой схеме ножку в клей и в основание. Что получилось вот так. Также рекомендую предварительно сделать в основании дырку. Например, циркулем или гвоздем. Так будет легче всаживать ножку. И последним украшением будут настоящие цветы. Это обычный сухоцвет. У меня уже 2 года букет валяется специально для этого случая. Также нарезаю на маленькие цветочки, макаю в клей и сую в неприглядные места. Дырки там закрыть или там, где клей выглядывает. Ну и вот такая красотища. И что скажете, не супер красивый лес? Да просто загляденье. Зачаровывает, правда? Грибочки вообще отпад. Ну и конечно на камне я не удержался нарисовать руну. Собственно, мистичность этого места и объясняет аномальную растительность вокруг. Я специально пихнул сюда как можно больше цветков, грибов и пучков травы. На некоторых грибах я поленился откусить ножку, поэтому они очень некрасиво торчат над землей, относительно тех, что органично приземлились на короткой ножке. В итоге мы имеем вот такой модульный лес, который вы можете собрать как вам угодно. Это мои первые тайлики леса, а эти мы с вами сделали в этом видео. Что я хочу сказать для сравнения. Мне нравятся вот эти вот естественные камни вокруг деревьев на предыдущих тайлах. Надо было и на этих сделать так же. Ну, больше камушков вокруг деревьев набросать. А вот старое основание, не укрепленное горячим клеем по краям, служит и выглядит гораздо хуже. С новыми тайлами из-за укрепления по краям гораздо приятнее работать. Также сода оказалась слишком мелкой для текстуры земли, мне не по вкусу. Вот моя смесь, использованная в предыдущих тайлах полностью, очень даже мне нравится. В следующий раз буду полностью использовать ее. Ну или наконец сворую песка. Скалы в старом лесу гораздо светлее. Но, честно говоря, я и перестарался, когда их делал.
Это потому, что гораздо усерднее потрудился, когда прокрашивал их серым. Как я и говорил, вес тайлика с настоящим камнем очень приятный. Он точно не будет скользить, и им гораздо удобнее пользоваться. Лес модульный. Не забывайте при создании леса использовать миниатюрки для того, чтобы проверить, смогут ли они стоять на поверхности террейна. Это один из самых важных факторов. Вот такие засады позволяют делать мои деревья. Эй, ты шо, помер? Не забывайте накладывать тайлы друг на друга. Для этого модульный террейн и нужен. Как видите, грибочки достаточно крепкие. Садите грибы туда, где их точно не нужно будет сбивать. Хотя держатся они очень даже прочно. Также позаботьтесь, чтобы на них могла наступить миниатюрка. Ну то есть, чтобы она не падала. А вот цветы, если их сильно теребить, очень даже быстро отвалятся. Поэтому и садите их в глубокие, недоставаемые места. На этом все. Любуйтесь. Большое спасибо за просмотр этого видео. Ну и как вам модульный лесной террейн? Роскошно же! Если тебе понравилось, ставь лайк, подписывайся на канал и поделись этим видео с друзьями. Вдруг твои игроки сделают тебе подарок. Внимание! Внимание, внимание! Еще одно важное упоминание напоследок. Я же создал Discord сервер для любителей крафта. Торжественно тебя приглашаю. Присоединяйтесь, делитесь своим творчеством и вдохновляйтесь. Ведь именно для этого я это и сделал. Особенно ты, кто досмотрел до конца. Спасибо. Ветер, солнце. Наконец-то кончились эти каменные кишки. Кишки, ты сказал? Эх, сейчас бы суджука из баранины как навернуль. Надо бы раздобыть еды. Может, где-то здесь растут грибы. Я не буду жрать твои грибы, шаман обдолбанный. Оскорбление — это низко. Это ты сейчас меня недорослем назвал? Тихо, смотри. И надо было тебе орать, косолапый. Постой секунду, я тебя зарежу. Какой жирный гус! Погодите-ка. Стой, Дед! Не ешь его! Ты чего? Ро! Эй! Я поймал его! Дед, ты живой вообще? Дед! 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 Алло, наркоман! Приди сюда!